Всем привет, дорогие друзья! Рад вас всех видеть на своем канале. Спасибо, что зашли. Подписчики, гости. Такой ситуэйшн. Езжу на долгие поездки. И проблема, что вот у меня здесь такая вот ниша. Сюда вот я вложу очки. Но проблема в том, что солнышко на очки постоянно попадает. Хотелось бы, чтобы здесь у нас бардачок закрывался. Естественно, это все зависит от комплектации. У меня, я думаю, видите, по магнитоле, что одна из самых бедных комплектаций. Нет у меня бардачка, так что сейчас будем устанавливать дефлектор вместе с бардачком, который закрывается. Вот я себе уже заказал. Также я понимаю, что некоторые могут меняться по причине, здесь у нас шторок. У них бывает обламываются шторки, допустим. Вот как у меня этот магнит, он держится на шторке и может обломаться шторка. Есть нюансы, покажу вам, расскажу. Я заказал вот себе такой вот бардачок. Также можете заказать на AliExpress, ссылочку вам вставлю, кто не хочет заморачиваться. Естественно, вам придет новый бардачок без царапин, без всяких повреждений, без дефектов. Но я думаю, что увидите, что он немного БУ, ну, наверное, немного, не знаю. И видите, у меня здесь кнопка аварийки совсем другая. Почему? Потому что данный дефлектор до рестайлинговой версии. Ну, я посмотрел, какая разница. Заказал на разборке. Номерок у них одинаковый здесь. Так что тут все идентично одинаково. Так что я не знаю, просто не знаю почему. Ну, может, у вас будет все иначе. Почему-то до рестайлинговой версии стоит дешевле, чем от рестайлинговой. Зачем мне переплачивать? Ну, есть, конечно же, нюансы, потому что с разборки может прийти какой-то с царапинами, какие-то могут быть нюансы. Допустим, у меня здесь немножко есть потертость, есть вот небольшая, потому что я так понимаю, что тоже четко стоял, наверное, магнит, и он здесь это отшлифовал вот нашу часть жалюзийную. Но это вообще не проблема, потому что вот этот сам наш дефлектор, он разбирается, здесь он на защелке, только чтобы разобрать, нужно хорошо это все дело прогреть феном. И защелкивается спокойно. Вот у нас есть отверточки, лопаточки такими вот туда завести. И вот эта вот часть снимается, и можно ее поменять. Вообще проблем нету. На раз-два. Ну еще я вам скажу. Ну ладно, сейчас разберем. И еще есть вариант, как это все заменить. Вот смотрим, как у нас на другом дефлекторе. Видите, здесь вот у нас есть 3, 4, 5 защелок. И вот мы снизу поддеваем и начинаем вытаскивать. Вот в этих частях. Вот. Да, старайтесь с какими-нибудь такими вот лопатками пластиковыми, чтобы здесь ничего не поцарапать. Потому что отвертка острая, панель у нас мягенькая и можно проткнуть. Допустим, пластик можно сделать вмятину, а здесь просто проткнете и будет очень некрасиво. Так что, если у вас, конечно же, нет таких лопаток, я рекомендую их заказать. Можно заказать на AliExpress. Либо, естественно, можно отверткой. Но отверткой, блин, очень аккуратно. Взяли там тряпочку, намотали на саму отвертку. Допустим, и аккуратно можно тоже поддевать. Но это уже на крайний случай. Но вообще, как бы я не советую. Лучше лопаточками. Потому что лопаточками увереннее себя намного чувствуешь. Вот так вот заводим. Опа. И все. Так, и еще у нас боковая часть. Все. Пожалуйста. Все сняли. Легко и просто, да? Вытаскиваем на себя. Вот. Так, клавишу аварийки. Ее можно пропихнуть. Она пропихивается. Вот. Все. Пропихнули. Здесь можно отверточкой нажать. Вот и все. Сняли колодку. Нашу кнопку аварийки. Потому что у нас здесь, видите, версия до рестайлинг. И кнопка аварийки здесь вообще как бы
Блин, ну не смотрится вообще, друзья, да? Вот это черная намного красивше смотрится. Так что, если у вас, друзья, до рестайлинга версия, можете заказывать рестайлинговую. Здесь как бы кнопка намного лучше смотрится. Ну, красивше смотрится намного, чем вот эта вот красная петушиная кнопка. Все, мы его достаем. Вот и, пожалуйста. Так что обращайте внимание еще на направляющие. У меня есть видео по этому поводу. Они выскакивают. И за счет этого потом поток воздуха не дует, потому что вот так вот можно заслоночкой перекрыть. И все. Так что рекомендую, если будете менять, смазывайте вот эту вот ось крепления данной заслоночки. Потому что здесь пересыхает смазка, потому что в любом случае поток воздуха. Все это пересыхает, и надо ее смазывать, чтобы она, как говорится, регулировалась намного легче. Потому что туго регулируется, и за счет этого у нас рычаг и спадает. Здесь я тоже буду все снимать и их смазывать. Потому что они тоже у меня очень туго начинают открываться, закрываться. Так не должно быть. Потому что здесь, я думаю, тоже такая система. И может рычаг, как говорится, сорваться. А еще, не дай бог, если он сломается, вот этот вот пластик, то будет жопа вообще. Так что обращаем внимание на это. Так, и второй способ хочу вам показать. Вот у нас здесь крышечка такая, так, все это дело закрывается. Смотрите, вот эта вот часть, она снимается. Вот. Опа. И эту крышку можно даже установить сюда. Не надо, как говорится, менять сам дефлектор, вот этот вот, потому что здесь надо очень хорошо прогревать. Можно самому как бы самому крышку установить. Ну, естественно, здесь надо, видите, только перекрутить, все закинуть сюда, вот этот вот механизм. Если заморочиться, то можно, естественно, эту крышку поставить сюда, без всяких проблем. Вот за что я вообще люблю немецкие ваги, что у них запчасти взаимозаменяемые, вообще без всяких проблем. Вообще классно все. Так, сейчас мы клавишу эту поменяем. Я просто поставлю этот дефлектор вместе с бардачком. Не буду заморачиваться. Тут, конечно, немножко потертость есть. Но, как говорится, я сам езжу с этим вот данным магнитом. Так что мне это не проблема. Я уж оставлю, как говорится, в хорошем состоянии себе жалюзи на всякий случай. Если у меня не накроется, то я их поменяю. Так что вот такие, друзья, лайфхак. Смотрите сами. Тут все, как говорится, детали меняются. Очень все просто. Без всяких проблем. Если у вас даже в вашем старом дефлекторе накрыли жалюзи, ну закажите с разборки какой-нибудь. Только смотрите, чтобы направляющие были целые. Вот. И все, вот эту вот часть спокойно можно погреть и снять. Конечно, лучше смазку куда-нибудь загнать в шприц. Очень удобно. Я немного сегодня поленюсь. Шприц не буду загонять. Я так смажу. Устанавливаем все обратно. Так. Устанавливаем нашу кнопку. Все. Все супер. Резиночку ставим. То, что я хотел. Так что теперь можно спокойно очки ложить. Без всяких проблем. Солнышко не будет попадать, потому что вы знаете, что очки нельзя хранить, когда на них попадает солнце. Особенно если у вас очки для зрения. Сами понимаете, линзы. Солнышко может попадать и прожечь вашу панель. Даже может случиться возгорание автомобиля. Так что лучше заказывать с бардачком. Ну, у меня на сегодня все. До скорых встреч в новом видео. Всем пока.